Impact DeWalt DCF-860. Возможно, лучший Impact DeWalt на рынке. А возможно, снова просто небольшое улучшение и без того отличных импактов от DeWalt. Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня наконец-то мы рассмотрим новый долгожданный импакт от DeWalt DCF-860. И да, это вариант не для китайского рынка с нормальным патроном. На сегодня именно этот импакт от DeWalt является самым мощным. У него более 280 ньютон-метров. Мало того, что самым мощным, он еще является самым быстрым. И имеет аж 3800 оборотов в минуту. Для сравнения, очень быстрый 845 имеет 3400. Мало того, 860 имеет также больше ударов в минуту. Это 4500 у 860 против 4200 у 845. И 3800 у моего любимого 850. И вот после того, как производитель впечатлил нас характеристиками, мы открываем коробку и получаем вот такой импакт. Какой такой, спросите вы? Такой, отвечу я. Это конь, а не импакт. Это самый большой импакт из всей линейки. Даже 887, в моем случае 888, не выглядит так грузно, как этот. Посмотрите на него. Мало того, он ощутимо тяжелее. Ну а если мы по размеру и эргономике сравним его с 850-м, моим любимым импактом, то мы увидим огромную разницу. Он просто большущий. Большой и тяжелый. И самое адекватное сравнение размеров этого импакта, которое мне приходит в голову, это сравнение с гайковертом. Посмотрите, это 921 гайковерт, а это импакт. Да, DeWalt, прорыв, так прорыв. Вот мы идем в действительно полезном направлении, делаем импакты маленькими, легкими, быстрыми, достаточно мощными для своего размера, для размера своих расходников. 850 вообще просто красавчик. Вот мы делаем, и вот после этого мы выпускаем вот это. Кому не хватало мощности 850-го, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы прочтем и постараемся вам поверить. Итак, новый, мощнейший и быстрейший DCF-860. Да, ребятушки, я сейчас проверил вес, и это, конечно, впечатляет. 965 грамм DCF-850. 1130 грамм DCF-860. Новиночка наша. Это почти 200 грамм разницы. Для кого этот шуруповерт делался? Для обзорщиков, чтобы побеждать в тестах? Для интереса, гайковерт 921 весит немного легче, чем импакт DCF-860. Ну, то есть, по-моему, по размеру и весу это шаг назад. Все, вопрос размера и веса закрыли, и больше к нему не возвращаемся. Хотя, по-моему, это основной вопрос. Дизайн и внимание к мелочам. В этом смысле здесь все, конечно, круто. Вставочки разного цвета, узнаваемая форма. По эргономике все хорошо, только башка, конечно, перевешивает мелкий аккум, поэтому в рекламе его обычно показывают с крупным. Переключение режимов, крупная кнопка, достаточно просто. Отдельная кнопка на регулировку подсветки, потому что свет здесь действительно очень крутой, посмотрите. Здесь прям 3 по 3 диода, он очень яркий и может работать в режиме фонарика. Вот задержка 20 минут, ставишь и просто работаешь как фонариком. Импакт имеет 3 режима и даже минимальный не является деликатным. То есть этот импакт не для деликатных работ. Не покупайте его для мелких и средних расходников. Это просто бесполезно. Вы будете работать в гантели, никак не используя его преимущества, и мало того, не сможете работать деликатно. То есть даже первая скорость это 1800 оборотов. Как-то деликатно работать вряд ли получится. Для сравнения, моя лапочка 850 всего 1000 оборотов. Кстати, на 1000 оборотов 850 что-то более громко работает, чем на 1800. 860. Достаточно мягенько работает. Ну, 3800, конечно, дикая скорость. Еще несколько слов по дизайну. Обратите внимание, как они хитрят и выводят инструмент за кнопку. Так действительно удобней, когда вы пытаетесь куда-то подлезть, и контроль за инструментом будет, несомненно, лучше. То есть вот, обратите внимание, видите, кнопка и мордочка, а тушка уходит сюда. Понятно, что 850 все равно лучше, потому что он просто маленький. Ну ладно, окей, мы же про новинку говорим. Место под чип, понятно, есть. Собран в Мексике. Подчеркивается, что это XR-серия, а не какой-то там Atomic. Патрон точно такой, как у 845-го. Отличается от 850-го и 887-го. Патрон, понятно, отличный. У DeWalt к патронам вопросов нет. Автомат в эту сторону.
и извлечения подобным образом. Ну что ж, давайте переходить к тестам и посмотрим, действительно ли разница в размере и весе дает нам какое-то ощутимое преимущество. Окей, для теста я буду использовать вот такие здоровенные глухари. И в тесте мы крутанем 845, 887, 888, 850, ну и, конечно, топовый DCF 860. Главный вопрос теста — выяснить, действительно ли 860 имеет какое-то явное преимущество в пиковой мощности. Все импакты будут работать на полностью заряженных пауэрстаках. Итак, по этому научному тесту мы видим, что из 4 глухарей ровно закручиваю я всего лишь один, а также видим, что 860 действительно быстрее. Ну и в целом распределение по мощности и моделям также интересно. Да, тест на максимальную мощность показал, что 860 мощнее остальных импактов. Мощнее и быстрее. Это чувствуется. Я сейчас не знаю результат теста, он будет виден на монтаже, но он ощущался ощутимо быстрее. Нагрев также присутствует даже от одного подобного глухаря. Не могу сказать, что он больше, чем у остальных, скорее меньше, чем у 850, но тем не менее. Что нам вообще показывают подобные тесты? Предельную пиковую мощность. К реальным сценариям использования это имеет, такое себе отношение. Как часто импактом вы будете крутить вот такое? Если будете, то 860 для таких глухарей будет предпочтителен. Но для работы же, обычной работы, подойдет любой из этой кучки импактов. Мало того, 860 будет наименее применим для легких расходников. Похоже, ты так и останешься королем импактов. Тест на максимальную мощность провели, давайте заглянем внутрь. Разбирается импакт элементарно, наклеек вообще только одну приходится отдирать. Да, внутри мы видим, что импакт действительно дороже. Блок кнопок достаточно сложный, огромный редуктор. Видимо, вес молотка там тоже побольше. Двигатель нового поколения плоский, как в 850 и гайковерте. Сделан хорошо. А вот собирать его чуть сложнее, так как два винта оказались длинными, и нужно было запомнить какие, имейте в виду. Хорошо, что мы имеем по итогу? Импакт, который мощнее всех остальных от DeWalt. Насчет Milky я обязательно сделаю отдельный ролик и проведу сравнение. Однако с большей мощностью мы получили и больший размер. Если честно, тенденция эргономики и уменьшения размера и веса радовало меня куда больше, чем увеличение мощности, тем более в инструменте, в котором эта мощность уже, на мой взгляд, излишняя. Только если вы не собираетесь этим импактом ломать биты наспор или, я не знаю, снимать обзоры и показывать, какой он там самый мощный по сравнению с другими импактами. Также хочу передать привет всем тем, кто ожидал этого импакта более полугода. Ну как, дождались? Хотите этого коня вместо текущих импактов? Что вы вообще им будете делать? Крутить глухари вот так, как я на тесте? Или работать как нормальные люди? Поэтому на сегодня, особенно учитывая его цену, в нашей деревне он практически в 2 раза дороже, чем обычные импакты, я вижу ему применение только лишь, если вы собираетесь работать с самыми большими глухарями. Или собираетесь просто наспор повыпендриваться своим самым мощным импактом. Во всех остальных случаях я рекомендую удобные импакты, как, например, вот этот 850. Посмотрите еще раз на это совершенство. В общем, как мне кажется, эта модель была сделана для того, чтобы побеждать в тестах. А работать мы будем чем-нибудь поменьше и поудобнее.